Приветствую. И мы продолжаем прохождение Зайчика, и у нас на подходе эпизод 2. Время поиграть. Новая школа и учителя, главные новые одноклассники, с которыми мне всегда было сложно найти общий язык. Кстати, у меня же свой тут зайчик на ручках. Вот он, беленький. Ну-ка, погоди. Умать-ка-сан. В плену его держу. Да. Плохо себя ведешь. Зачем стол грызешь? Давайте его разверну. Он тут пихается у меня. Как и большинство очкариков, наверное. Я пересилил себя и выбрался из теплой постели. О, блин. Зимой. Забираться в школу с утра пораньше, когда еще темно. Блин, как же я понимаю. Как же хорошо это все закончилось. В старую школу меня обычно провожал папа. Но этим утром из родительской спальни не доносилось ни звука. Неужели проспали? Оно и к лучшему. Не хотелось в первый же день прослыть папенькиным сынком. Наверное, родители лежат сейчас под одеялом и видят сны, где все по-прежнему легко и понятно. Хорошие сны, пусть и лживые. Чтобы никого не разбудить, особенно мирно спящую Олю, я прокрался на первый этаж. Старался наступать на середину половицы. Так, я забавлялся еще в прошлой квартире. Если ступня попадает на щель между досками, считай, сгорел. Стрелки часов нарезали время. Стоит поторопиться. Скорее, скорее. Слишком быстро я сделал круг в прихожей. Лава кипела в засорах между половицами. Надо идти аккуратно. Выжить любой ценой. Прыг-прыг. Словно жаба по кочкам, словно трусливый зайка в роще, кишащий волками. На кухне я сделал бутерброд, с трудом протолкал его в желудок и запил холодным чаем. Аппетит был как у человека, идущего на гильотину. Я потупился и увидел, что правая ступня стоит сразу на двух досках. Сгорел. Я переставил ногу, в животе скопшились мерзкие змееныши, страх перед тычками и гадкими прозвищами. Часы щелкнули стрелками. Пора. Раннее утро было по-зимнему темным. Мрак из домов здесь никогда не уходил до конца. Я долго зашнуровывал ботинки, застегивал пуховик на все пуговицы, до последнего оттягивал неприятный выход в полутьму, в тревожную неизвестность. Протер очки на удачу, хотя и не припомню случай, когда эти толстенные стекляшки принесли бы мне везение. Небо напоминало огромный кровоподтек. На востоке громоздилась и разбухала черная туча. Слизывала звезды и косила рассветное зарево. Тьма облепила деревья. Осторожные птичьи вскрики путались в зарослях. Я запер входную дверь длинным ключом, который носил на шее. А эти царапины все еще остались на месте. Родители обязали носить меня шнурок-петлю, опасаясь, что я растяпа потеряю ключ. Бывает. Ветер свистел за калиткой, приглашал в новую жизнь навстречу сомнительным приключениям. И будто старый приятель увязался за мной, подталкивая в спину. Тени сосен раскинулись, поглотив треть пустыря. На подходе к лесу я спрятал нос под воротник. Весь нахохлился, сутулился, вклинивая в просеку. Высокие деревья обступили тропинку. Что за напряжение уже началось опять? Под ногами шуршало снежное покрывало, а сверху ветви
Плетались, образуя полог, отрезая меня от жалкого мерцания звезд. Ночь и не думала убираться из чащобы. В темноте деревья походили на косматых старух и пахли могильной землей. Полы превращались в потрескавшиеся морщинистые морды с ртами-дуплами. Зазеваешь, и замшелые ведьмы утащат в лесные дебри. Будут потом родители бродить по лесам, голосить «Антон! Антон!». Ой, я пропустила. Что там мертвые были? Мертвые не отвечают живым. А, ну да. Или отвечают. Паника разрасталась в груди. Я готов был явиться в школу хоть у папы на руках, только бы не видеть, как тьма, словно черное тесто, поднимается в оврагах. Я обернулся. Показалось, что кто-то нырнул за кусты. Стоило мне ускорить шаг, как позади заскрипел снег. Лес вздохнул гигантскими легкими, затрещал барелом. Ветер, птицы, все осталось в поле, шум леса был единственным спутником. Я шел, прислушивался. Я оперный театр. Я шел, прислушивался и все сильнее ощущал незримое присутствие. И кома, не надо вот этого делать. Будто кто-то следовал за мной по пятам, стараясь попадать в такт моих шагов. Я оглянулся так резко, что хрустнула шея. Стой. Кадр. Хорошечно. Узкая тропинка позади меня терялась в темноте. Сучьи перехлестывались над нерукотворным туннелем. Есть здесь кто? Вопрос сорвался с губ и растворился в несмолкаемом скрипе деревянных идолов этих древних сосен. И взбрело мне в голову идти через лес одному. Наверное, я спятил или кто-то нарочно выманил меня из дома. Дарую слабую надежду, вдали замаячили огни. Проселочная дорога. Со всех ног я бросился туда, будто боялся, что тропинка сомкнется. Тестые лапы схватят меня за плечи, повернут и заставят взглянуть в лицо голодным обитателям леса. Но никто меня не задержал. Не веря в удачу, я буквально вылетел на трухлявый мост. Ручей, студеный и черный, будто смола, омывал опоры. Я уперся ладонями в колени и из-под лобья глянул на лес. Выркнул, выравнивая дыхание. Чащоба притворялась спящей, миролюбивой, неживой. Остальной путь прилегал по заснеженной дороге, освещенной редкими фонарями. Я отогнал дурацкие мысли и постарался как можно быстрее перебегать от одного круга света к другому под защиту электричества. Как в детской забаве, где первому нужно закричать «Я в домике». Ума. Ну-ка посмотрим. Пятнашки. Детская игра, участники которой пытаются опятнать друг друга касаниями руки, тем самым передавая другому игроку роль ведущего. Домиком выступает заранее оговоренное место, типа песочницы, место под детской горкой и тому подобного. Если туда запрыгивает игрок, то на время будет в безопасности от ведущего. Вот так вот. Я сползла опять. Только домики эти были хрупкими, а за их стенами непрерывно двигалась тьма. Вдруг я заметил нечто до жути странное. Чавканье. Там, куда не доставал свет покосившегося фонаря, ожила и утробно зарычала сгорбленная лохматая тень. Ее черты будто отторгали свет, а неестественная поза внушала страх. О, ты куда? Ладно, сейчас тебя выпущу. Все. Ты будешь себя хорошо вести или как? Я выпучил глаза и заморгал, чтобы прогнать наваждение. Но тень все еще была там и даже приблизилась. Ужас скрутил мои кишки, я попятился и чуть не упал в сугроб. Чучело же выпрямилось во весь рост
и спросила ласковым голосом. Чего крадешься? Душу мою украсть хочешь? От удивления я лишился дара речи. Кто может говорить со мной таким шелковым голоском здесь, между лесом и дремлющим поселком? Чего молчишь, несмышленыш? Почему сразу не смышленыш? Ты же видишь, стоит человек в ужасе просто. Язык вырвали? Да. Слушай, а я тебе еще и нос откушу. Будешь знать, как совать его в чужие дела. Шерсть у меня теперь здесь везде. Да вы что? Судя по голосу фигуре, это была девочка. Но не успел я дернуть себя. Дурак, испугался девчонки. Как различил под капюшоном распахнутый рот и что-то опасное, блеснувшее в его широкой щели. Я обомлел. Из пещеры капюшон на меня таращилась пугающая живая лисья морда. Только вот пасть ее не шевелилась, а глаза не моргали. Маска. Обыкновенная девочка. Просто маску лисы напялила. По крайней мере, я хотел так думать. Как это случается, после резкого испуга я нервно заулыбался. А я просто в школу иду, а тут ты. Что я? Никогда не видел, как лиса собаку кормит? Действительно, возле ног девочки лисицы крутилась маленькая собачонка. Кажется, одна из дворняг, что гнались за мной вчера. Извини, я не хотел. Услышав мой голос, собака тякнула, прижала уши, затем принюхалась и завиляла хвостом. Наверное, от меня пахло колбасой, что я ел на завтрак. Я смотрела то на моську, то на девочку. Она же не казалась страшной, только странной. Значит, не хотел. Ну-ну. Как тебя зовут? Антоша Петров. Меня Антон. А тебя? А меня нет. Чудная какая-то, с приветом. Зато голос приятный. Оторопь сменилась радостью. Незнакомка явно была человеком, хоть и со странностями. Я пока странности не вижу. Да, она ходит в маске лисы. И что? Еще я немного злился на себя. Эта лисичка-сестричка, гуляя в сумерках, как ни в чем не бывало, а я вздрагиваю от малейшего шороха. Можно было идти дальше, но девочка раздразнила любопытство. Может быть, ее даже и не существует, это всего лишь твое воображение, Антон. Опять разыгравшийся. В следующий раз спросит меня милиционер, завел ли я знакомство на новом месте, а я ему отвечу: ага, с говорящей лисой. Ты здесь живешь? В поселке? Лисица хихикнула и заурчала. Крутанулась вокруг себя так, что подол шубки раздулся. Нет, глупый. Лисы не живут в поселках, да? Лисы не живут в поселках. Хочешь сказать, ты живешь в лесу? Из какой норы ты вылез? Конечно, лисам среди людей не выжить, пока они лисы. Шутки у нее тоже чудные. Как и карнавальная маска, всего лишь папье-маше с наклеенным мехом. Собака напомнила о себе звонким лаем. Я отстегнул клапан рюкзака. Папа иногда подбрасывал мне в рюкзак что-нибудь вкусное, печенье или яблоко, или даже мои любимые крабовые палочки. Говорил, мол, это тебе от зайчика. Так, гостиница от зайчика. Съедобное угощение, которое оставалось от рабочего обеда или специально покупалось для детей. Обычно, со слов родителей, гостиница передавал зайчик, но иногда это мог быть и другой зверь, например, белочка или медвежонок. Дворняга, просительно облизываясь, засеменила ко мне.
Лисичка явно чем-то угощала ее, но, видимо, не утолила собачий голод. Зачем ты так вырядилась с утра пораньше? На утренник идешь? Незнакомка встрепенулась, сбросив с носа серебристые снежинки. И будто стряхнула с себя человеческий облик, превратившись в настоящего зверя. Хитрую, быструю и опасную лису. Затеваешь, полетят клочки по закоулочкам, разорвет, съест и не подавится. Я опешил и встал, словно загипнотизированный, пока не услышал ее приглушенный мелодичный смех, скрытый за абразиной зверя. Видел бы ты свою маску, сладенький. Сладенький, она сказала. Тут я засмущался, покраснел до корней волос. Однажды мы с папой видели в засаде лису. Та была выливнившей, серой и тощей. А эта девчонка — огненная лисичка, пушистая, как в сказках. Я до сих пор шарил в рюкзаке. Пальцы, искавшие еду для собаки, нащупали что-то мягкое и скомканное. Ничего. Скоро проснутся настоящие звери. Люди. Спроси-ка лучше у них, где они взяли свои человеческие лица. Тень девочки плясала в свете фонаря. Собака, будто соглашаясь, одобрительно тякнула. От неожиданности я выронил находку прямо в сугроб, толком и не разглядев ее. Холодный ветер тут же засыпал край снежной лунки. Собака, решив, что это лакомство, бросилась на раскопки. Лиса лишь фыркнула. Я так оробел, что не знал, куда себя деть. За пределами электрического круга никак не расцветала тьма, напротив, будто бы сделалась гуще. В ее чернилах беспробудно дремали окрестные дома. Я постарался продолжить разговор с удивительно странной незнакомкой. Так ты в школу идешь? Ах, ну какой же дурачок! Так ничего и не понял? Ну вот, хотел подружиться, а она лишь зубы скалит. Еще и взывается. Все-таки стоило пройти мимо и не обращать внимания на чудачку с ее глупой собакой. А вот так вот уже, да? А ты чего обзываешься? Ой, какой хумор. Не хочешь отвечать, и пожалуйста. Никто не требует. Че, обиделся? Но что-то удерживало, притягивало к темной фигурке. Таинственный облик, томный голос, бархатистый, сладострастной линцой. Я был заинтригован и взбудоражен, смотрел на нее, как смотрит на пожар. Ой, да не дуйся! Гляди-ка лучше. Ты нравишься Жульке. Собачонка разгребала снег, громко сопя и резко перебирая лапами. Лиса оглянулась на окно ближайшего дома, на бревенчатый фасад в дымке. Кончик ее фальшивого носа блестел в свете фонаря. И не только ей. Да прикрыть. Я снова покраснел, как вареный рак. Это она про себя или про кого-то другого? Я надеялся, что в полумраке девочка не заметит мое смущение. Прежде чем спросить, я откашлялся. А кому еще я нравлюсь? Я ждал, считая удары сердца. Лиса не ответила. Ее лукавый взгляд бегал по морозным рисункам чужих окон. Читал их, как стеклянную книгу. Интересно, что она видит в январских узорах. Варежка. Вовина, что ли? У него тоже там полоса была на рукавичке, у нее темная. Дворняга закончила копаться в снегу. Засеменила ко мне, сжимая в пасти находку. Варежка. Неужели та самая, что я нашел в лесу? Что она здесь делает? Но, приглядевшись, я сразу понял, что это всего лишь моя рукавичка. Может, мама подсунула мне их, пока я спал? Я тоже вспомнил о пропавшем мальчике. Эй, ты знаешь что-нибудь про Вову? Перед глазами встала картина.
пляшущие силуэты на пустыре. Танцы в ночь, когда исчез Вова. Мальчик, чья находка сулит мне большую награду и даже может спасти мою семью. Я вспомнил свой день рождения, когда родители обещали отвезти меня с сестрой в Париж, в Диснейленд. Но вместо долгожданного подарка родители с нескрываемым смущением преподнесли мне обычный тетрис. Как я тогда плакал и требовал, чтобы меня взяли на обещанный аттракцион. Именно тогда мама с папой впервые поссорились. Мой каприз надломил их отношения. Если бы только я мог все исправить, собрать всех, кого я люблю, и отвезти в Диснейленд. Да ладно, это не твоя вина. В ночь, когда пропал Вова, я, кажется, видел, как кто-то похожий на тебя плясал под моим окном. Невероятно, но ее маска будто бы стала еще ехиднее. Лиса словно принюхалась. А что, ты тогда испугался? Чего ты взял, что это она была там? За себя или кого-то еще? Оля, при мысли о сестре, в грудную клетку сжали тиски, и холодный пот сбежал по позвоночнику. Ну так слушай меня внимательно, мальчик по имени Антон. Ну, Это большой и страшный лес. лисичка сделала грозный шаг вперед. И я не единственный его обитатель. Само собой. Другие звери уже знают о тебе. Берегись нас. Этой ночью мы опять придем. Все же не стоило знакомиться с этим злом в детском обличии, в панике думал я. Пока ты со своей семьей будешь спать, подкрадемся близко-близко и станцуем Макарену! Чё? Эй, Макарена! Сейчас, погодите. Сейчас найду. Сейчас все будет. Я знаю эту песню. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena, Macarena. Все. Достаточно. Продолжаем. Чё? У тебя прямо челюсть отвисла, Антоша! Видел он меня ночью у своего окна, ага, как же! А ты случаем не местный дурачок, нет? Меня не отпускают гулять так поздно. Здесь, знаешь ли, дети пропадают. Я потрогала пластиковую дужку очков, озадаченный глупой шуткой. Допугался до чертиков. Ой, да не тереби ты окуляры свои. Я раньше тоже близорукой была. Раньше была, сделал коррекцию зрения. Лучше послушай меня. Может быть, ума наберешься. Лисичку как обычно называют? Плутовка. Плутовка? Она вдруг заговорила обиженно. Ну, еще лисичка-сестричка. Ох ты ж! Да как ты меня? Ой, прости. Да блин! Кума. Шерсть лезет мне в нос. Лезет. Девочка засмеялась, словно серебряные колокольчики зазвенели. Да шучу я! Конечно, плутовкой. Если ты ловкий и смелый, не боишься с плутовкой водиться, я так и быть помогу разыскать этого Вову. Ты же неспроста его ищешь, да? Да, хочу награду получить. Я неопределенно поводил плечами. Ее прозорливость насторожила. Знаю, почему дети повадились соваться в наш лес. Порой там можно найти много всякого интересного. Мгм. Я вот однажды нашла целый сугроб конфет и купалась в нем. Да так, что челюсть слиплась. Да ты что? Сугроб конфет? По интонации не понять она сама, то веря в то, что говорит. Я снова улыбнулся, но на этот раз не искренне. Посмотрите-ка, какой недоверчивый. Ну-ну,
А что ты на это скажешь? Ну, давай, покажи. Она протянула руку в меховой перчатке. Ириска кис-кис вроде бы называется, с кошкой. Торба? Разве не турбо? Тут ошибочка. В ладони лежала горсть разных сладостей. В городе, где я когда-то жил, такие продавали на рынке или в киосках. Посмотрим, что такое киоск. Ларек или киоск, или уличный магазинчик, контейнер с широким ассортиментом от жвачки и водки до одежды и техники. В России такая торговля существовала до супермаркетов и зачастую была связана с криминалом. Мгм. Среди вкусных сокровищ я заметил свою любимую жвачку в яркой обертке. Знакомая надпись на фантике гласила «Турбо», а вот здесь правильно. Треугольная лисья морда ткнула носом в мою сторону. Угощайся. У меня их полные карманы. Казаться или взять? Блин, мы эту девочку впервые в жизни видим. Давайте откажемся. Хотя, если типа я решу вдруг подружиться с Ромой и Бяшей, то мне понадобится эта жвачка, потому что там будет изображение машинки. Ну, давайте лучше сохранимся, во-первых. Вот сюда вот. И откажемся. Нет, спасибо, я... Мне не хотелось обижать первую знакомую, которую я завел на новом месте, но и брать жвачку у странной девочки не было желания. Вдруг она ее и правда в сугробе нашла? Или это конфета с сюрпризом из магазина приколов. Развернешь ее, а она как стрельнет. У меня на сладкое аллергия. Что? Аллергия. Ее тон стал озадаченным. Ты чего? Живешь в мире таблеток и микстур? Ага. Ну, в целом, да. Лиса присвистнула. Ее ладонь опустела, конфеты куда-то подевались и заплавала в воздухе, задумчиво ловя снежинки. И Новый год у вас правда раз в 12 месяцев? Браво. Есть эти... Она пощелкала пальцами, вспоминая. понедельники? Ага. Я заулыбался. Как все запущено. Вам бы, юноша, кило шоколада съесть против скуки и уныния. Жопа треснет. Кто же ты такая? Спрашивать было глупо, не ответит или соврет. Ужасно хотелось заглянуть под маску. Все больше казалось, что под ней прячется совсем не маленькая девочка. Может, Вова тоже нашел сугроб сладостей и теперь кувыркается в нем? Угу. Слушай, вдруг он решил остаться в лесу? Тогда, наверное, ему очень холодно в одной варежке. Погодите. Что? В одной варежке, говоришь, а ты откуда знаешь? Что у нас его варежка? Ходила, видела нас? Ветер подхватывал ее слова, как дым от костра, и уносил в темноту в дремлющую чащобу. Деревья позади скрипели и скрежетали ветками костями. Или с ним что-то случилось в пути. Что-то страшное. Лес словно оживал от ее голоса, прислушивалась, принюхивался, точно любопытный зверь. Лиса отвечала таким же внимательным взглядом. Дикие звери? Это, по-твоему, страшно? Ну, вообще-то да. Ну, не знаю. Не знает. Уж не с двоечником ли я подружилась? Я хорошист. Да, это во-первых. Слово «двоечник» не понравилось, а вот подружились и даже очень. Бел да пушист. Пойдешь со мной, хорошист Антон? Найдем твоего Вову и сам его спросишь, что он нашел в этой пуще.
Я подумаю. Ведь пока мы вместе, никто тебя в лесу не тронет. Вот увидишь. Обещаешь? Внутри что-то тревожно заворочилось. Лучше уходи, посоветовал шепоток. Я тебе не верю. Правильно. Ты думаешь, я врунья? Да и пожалуйста, мне никогда никто не верит. В голосе незнакомки чувствовалась обида. Пойди пойми, наигранная или нет. Лиса отвернулась, будто я мигом перестала ее интересовать. Вспомнилась папина любимая фраза: «Где твои манеры, сын?» А ведь лиса и вправду была ко мне добра. Не обижайся, пожалуйста. Лисы бывают и добрыми. Ну, как в сказках. Мне бы только понять, что ты за лиса. Девочка мелодично хихикнула, прикрыв руками нос маски. Тогда пойдем со мной в лес, и ты все обо мне узнаешь. Да, бежим и падаем прям. Но не сейчас, а когда рассветет. А то тебя, бедного, всего аж потряхивает. А мы ведь и пойдем, если выберем Алису. Да выгляди, кондрашка хватит. Когда нам дадут выбор между пойти с Полиной или Алисой. Поле еще. Ай да, провожу тебя до школы. Небольшой спойлер для тех, кто не смотрел прохождение или не проходил саму игру. Услышав это, собака согласно гавкнула и бросила возиться с варежкой. Я нагнулся, чтобы подобрать чуть было не сбежавшую от меня рукавицу. Ну, если тебе по пути... Мы двинулись навстречу школе и потерявшемуся рассвету. Тут и там в окнах домов загорались огни, словно их обитатели подавали нам неведомый сигнал. За шторами мелькали силуэты, изредка лаяли дворовые псы. Из труб вился серый дымок. На кухнях бубнили телевизоры, звенела посуда. Мы смотрели, как неохотно просыпается поселок, а сами осторожно шагали по заснеженным колеям. Я шел по левой, она по правой, а собака плелась за нами следом. Я ждал, что лиса продолжит свои чудные разговоры, но она всю дорогу молчала, словно играла со мной в какую-то неведомую ей одну игру. Лишь изредка плутовка хихикала, когда собака нелепо пала от падающих на усы снежинок. Я первым нарушил молчание. Так как тебя зовут? А, ну конечно. Имена. Имена. Людям непременно надо вешать ярлыки на все подряд. Ну и как бы ты назвал такую лису, как я? Даже не знаю. Но я читал про лису по имени Алиса. А что? Я не против. Пусть будет Алиса. И не поймешь, шутит ли она или серьезно. Я оглянулся, словно искал подсказки у собаки, у темного неба, без проблеска зари. Мои немые вопросы оставались без ответа. Впереди уже вырисовывалась пол. Кирпичная коробка, застрявшая в нескончаемой ночи. Свет ее окон не сулил ничего хорошего. Деревья часовые охраняли пришкольный участок. Крик, детский смех и чей-то свист разорвали тишину. Мы ходили сюда с мамой, как только приехали в поселок. И тогда школа казалась уютной, пустые коридоры, пахнущие полиролью, пушистый снег снаружи. Ну, наверное, днем ходили, не с утра пораньше. Второй раз я пришел один за учебниками и все пытался представить ровесников, скатывающихся по перилам, малышей, бегающих в библиотеку, учителей, важно, вышагивающих по коридору. На пороге, в нахлобученных на затылке шапках и спортивных штанах курили старшеклассники. Их вид развеял мои представления о школьном уюте. Колючие глаза и желтые от никотина зубы, кривые усмешки, все это вгоняло в тоску, равную по мощи хмурому зимнему утру. Погрузившись в мысли, я совсем забыл про попутчицу. Кстати, школа-то довольно-таки большая для поселка. После уроков жду тебя на заднем дворе.
Хотя я не знаю, может в поселках такие большие школы есть. Возле кого? Что там было? Возле повешенного. Она проигнорировала вопрос. Не опаздывай. Я же сказал, я подумаю. Я поколебался. И хочется, и колется, говорит мама, когда я никак не могу решиться. Мысль о маме помогла ответить. Я после школы сразу домой. Эх, Антоша, Антоша, это я тебя так просто отпустила. Другие же незаметно подкрадутся со своими улыбочками и вцепятся. Клещами не оторвешь. Попомни мои слова. Это что за трюк сейчас был? Лиса разинула пасть широкой мстивке. Это что еще за трюк такой? Антоха! Кто-то из пробегавших вдалеке ребят выкрикнул мое имя. Я машинально обернулся на крик. Так, блин. Увесистый снежок прилетел в полуметре от моего плеча и задел собаку. Жалобно тявкая, дворняжка припустила в сторону ручья, только хвост мелькнул. Темнота пожрала ее. И лисичка пропала без следа, растворилась в морозном воздухе. А может, тень мою спряталась? Глубоко вздохнув, я двинулся к школе, к запаху котлет в тесте, к льющемуся на снег свету. Так, посмотрим. Какое разнообразие звуков здесь. О, гнездо, кстати, на дереве. Так, давайте про него прочтем. Интересно, чье это гнездо? Может, сороки-воровки? Тогда наверняка в нем полно всякой блестящей всячины. Цветные стекляшки, лимонадные пробки, отполированные монеты или детские брекеты. Детские брекеты? Это каким образом они могли сточить их? Давайте про этого мужика прочтем. Подозрительный стоит тут. Высокий мужчина курил, пуская клубы дыма по ветру. На учителя не похож. Или, может, физрук. Физрук — это и есть учитель физкультуры. А что ты на нас уставился? Ты случаем не маньяк, который детей как раз-таки похищает, а? Морда. Я осторожно смотрела его лицо, будто высеченное из гранита заячья губа над тлеющей сигаретой. Мужчина поигрывал брелоками. Брелоками, может, брелками, и внимательно смотрел на меня. Огонек отражался в глубоко посаженных глазах. Я потупился. Взор громила лениво отклеился от меня и устремился на дорогу. Вот и уходи, чуня. Так, Мафына. Неподалеку, забравшись передним колесом, на затянутые гололедицы бордюр разместилась новенькая «Волга». Черная, как сажа, словно сбежала из папиной страшилки, что он любил рассказывать на чердаке в грозу. Помню, как он грустно улыбнулся, припоминая воронок, похищающий маленьких детей. Отец говорил, у него словно внутри катафалка в окошке салона маячат белые шторки. А в номере стоят буквы ССД. Знаешь, что это значит? Смерть советским детям. Смешно, я ведь тоже родился в Советском Союзе. Ну все, заберет. Так, подростки, школьники. Толпа голдящих старшеклассников с шапками на бекрень. Такими лучше на глаза не попадаться. Они просто так стоят у входа в школу, главного входа причем, и курят. Я помню, мои одноклассники, которые курили, просто ныкались туда где-то подальше в дворах, чтобы их не видели, не дай бог, курящих. А эти просто стоят в наглую. Ну вообще, беспредел. За дверями приглушенно звучали голоса, мигали лампы.
Тьма ползла мимо окон, и казалось, что школа плывет в открытом космосе, как заблудившийся звездолет. Так, расписание уроков. Поднявшись на второй этаж, я заметил толпу расписания. Все что-то оживленно обсуждали. Я подошел поближе, через стену рюкзаков и спин сумел разглядеть то, что вызвало такой живой интерес. Слева от расписания к стеклу было приклеено объявление, отпечатанный на принтере листок. Внимание, пропал ребенок. Видишь его? Матюхин Вова, 10 лет. Я же говорила. Что ты там говорила? Внимание, пропал ребенок. Вова Матюхин, так его звали. 4 класс. На зернистом отпечатке Вова был мертвецом с черным ртом и темными провалами глаз. Может, это живущий в чащобе мрак питался в его поры и изувечил лицо? Пластиковый автомат не защитил и от шепота ветвей и воющего ветра. Пустые глаза исчезнувшего мальчика сверлили меня, будто молили о чем-то. Не выдержав взгляда, я отвернулся и поспешил к окну, уселся на подоконник. Этаж постепенно заполнился детьми, они собирались группами по несколько человек. На меня никто не обратил внимания. В сумерках у туалетов детские голоса чеканили считалочку. Для медведя, для лисы, зайчик кушать принеси. Очень хорошо. Я повернул голову в их сторону, приглядываясь к фигурам, но тут мое внимание привлекло громкое цоканье. По коридору, гордо задрав подбородок, продефилировала учительница. Каблуки стучали о пол, как копытца. Им вторила лишь шаги девочки, которая держалась рядом. Очень важно, она остановилась, чтобы шепнуть на ушко однокласснице какой-то секрет. Староста, наверное, вон, ей вручают классный журнал. Нет, всего лишь родственники. Хотя ее запросто могли сделать старост, раз она ее дочка. Екатерина, возьми, пожалуйста. Учительница открыла кабинетную дверь, и толпа, галдя и толкаясь, повалила внутрь. Среди всех выделялся высокий рыжий толстяк с прыщавым лицом, до странности напоминавшим гранат. Ай, эта морда. Недоброе предчувствие зашевелило волоски на моем загривке. Встречала я уже ребят с такими бегающими глазами и таким каркающим смехом. Девочка, похожая на учительницу, ее уменьшенная копия, предостерегла толстяка жестом и по расчищенной тропке вошла в кабинет. Какой-то паренек замешкался в проходе, и рыжий тут же пихнул его. Ему дело. Мальчик полетел, размахивая руками в попытке сохранить равновесие. Господи, толстяк рассмеялся, противный гогот подхватило несколько человек в его окружении. Как смешно. Они хохотали, словно щелкали ножницами, большими страшными садовыми ножницами. Кабинет засосал детей, коридор опустел. Мне захотелось войти в подоконник. За окнами редкие фонари боролись с темнотой, барахтались, как флуоресцирующие рыбы в Черном океане. А что, если сейчас убежать? Выйти туда и раствориться во мраке? Я представил, как бегу по снегу, как он скрипит под моими ногами, и с каждым шагом я все легче, все невесомей. А вот и звонок. Трель звонка взорвала видение. Я с неохотой отлип от окна. Потом несколько раз глубоко вдохнул, чтобы хоть немного усмирить разбушевавшийся пульс, и вошел в класс. Ну давай. Классная работа.
Кто там висит? Чьи портреты? Андреев, Гоголь, Грибоедов, Булгаков, Есенин, Достоевский, само собой. Книга — это духовное завещание одного поколения другому. Герцен. Но мы явно в кабинете русского языка и литературы. Чопорная учительница смирила меня раздраженным взглядом поверх очков. Я новенький. Антон, погромче, смелее. Мне вот сказали к вам подойти. Заснеженная лесная тропинка велась перед глазами. Вовсе не хищно, а умиротворенно шуршали сосны. Она уткнулась носом в журнал и пролистала страницы. А фамилия-то как? Петров. Громче говори. Чего мямлишь? Ребенок в первый раз в класс вошел, волнуется. Петров. Нет такого. Она долго и тяжело смотрела на меня, точно пыталась уличить в обмане. Хотелось просочиться сквозь линолеум. Слева наблюдали размытые лица. Класс дышал, фыркал единым организмом, как опасный зверь. Ты не ошибся? Нет, Нет к сожалению. такого в списке. Предательски дрожали колени, кружилась голова. Я сжал кулаки так, что костяшки побелели. Мне сказали, 204 кабинет, Лилия Павловна, 6 В. Чего смешного? Не понял. Кажется, класс принял мои слова за подобие шутки и разразился хохотом. Что за бардак? Шум резко стих. Класс припрятал смешки для более удобного момента. Понаберут студентов. Только знает, что губяки свои малевать. А я разгребай, значит. Ну да, вот что поделать. А бумаги-то кто заполнять будет? Не первый раз ведь уже. Идите разбирайтесь, что за беспредел происходит. Подожди здесь. Сейчас. Сейчас я им устрою. Учительница пронеслась мимо, злобно бормоча, а я остался один посреди класса. Лучше присядь. Будто приговоренный к расстрелу перед строем автоматчиков, я потупился, чувствуя на себе глумливый взгляд. Они трогали, щипали, скользили по коже лазерными прицелами. Вновь представил, как бегу далеко-далеко отсюда, наперекор холодному ветру, взмывая над соснами в прыжке. И никого нет вокруг, только ветер. В глазах одноклассников читался немой вопрос: этот новенький, он наш или чужак? Кто-то что-то еле процедил, и по кабинету прокатился сдавленный смех. Доску вытри! Сам поднялся и пошел утирать доску. Легко было понять, кто тут главный юморист. Эй, очкарик! Ты чё, не только слепой, но еще и глухой? Поднялся, жирная прыщавая морда, и сам утираешь доску. Доску вытри, говорю! Теперь тряслись не только колени. Все тело било мелкой дрожью, и я молился, чтобы учительница вернулась поскорее. Высшие силы услышали мои просьбы. Ну что мне с тобой делать-то, а? Принимать нового ученика. Куда сажать, а? Давай-ка сядь, наверное, с Семеном. Не, спасибо. Он все равно один. Еще чего? Толстяк демонстративно водрузил рюкзак на соседний стул, почесал брюхо и ухмыльнулся. Ты опять за старое? Снова бабушку в школу вызывать? Класс притих. А, у него же родители нет, бабушка же. А чё она мне сделает? Но она, видимо, не справляется с ним. Не она, так я тебе сделаю. Рюкзак убрал быстро. Семен не шелохнулся. Со скучающим видом он
принял рассматривать портреты писателя на стене. Нужно было что-то делать, как-то выкручиваться, спасать положение. Я... Я прочистил горло и продолжил сдавленным, не своим голосом. Я могу за последнюю парту сесть. Там, кажется, свободно. Учительница громко засопела. Смотрела на меня, на Семёна, затем снова на меня. Ладно, садись пока туда. А с тобой, Бабурин, мы еще поговорим. Чтобы подошел после уроков. Будешь по классу дежурить, ясно? Семён криво улыбнулся, сочные прыщи зрели на кончике его носа. Какой-то наблюдательный, причем с такого расстояния. Неспроста же у тебя 4 глаза, Антон. Я пошел до одури, боясь споткнуться и стать причиной нового всплеска веселья. Сел сзади, за самую последнюю парту, на которой грудой валялись старые плакаты. Места для изгоев заняты, можно приступать. Вот и хорошо. Начнем урок. Тема: традиции русской и мировой литературы в рассказе Зощенко «Не надо врать». Что-то уставился. Голову свою развернул к доске. Не слушай учителя. Толстяк обернулся ко мне, взглянул. Взгляд его сулил долгие дни, недели, месяцы издевок. «Я тебя запомнил», — говорили эти водянистые глаза. Ну да, конечно. Только и можешь, что пакостить. Семён. Семон. Что там написано? Если ты не голубой, нарисуй вагон другой. Ага. Что? Ломите нас снотворно на уроке. Понятно, ладно. История древнего мира. Коровкин. Уже пару уроков спустя я видела на своей тетради растекающийся амебой желтоватый плевок. Боже, в столовой Семён вроде бы случайно облил меня компотом. Смотрим. Десертный напиток, сваренный из смеси сухофруктов и ягод. А выходя из туалета, он так тряхнул мокрыми руками, что морось попала мне в лицо. Перед последним уроком Семён вдруг столкнул меня в толпу воркующих одноклассниц. Они с руганью расступились, а я, не удержавшись, ткнулся лицом в грудь той важной девочки, которую раньше принял за старосту. Ой, покраснела. Я тут же отпрянул, сгорая от стыда. Прости, ты в порядке? Я... Неожиданно она подбоченилась. Нет, ну вы посмотрите на него. Облапал меня прямо у всех на глазах. Ой, да что там у тебя еще лапать-то нечего? Успокойся. Я сейчас все маме расскажу. Иди рассказывай. Тебя из школы выгонят, извращенец. Угу. В ее глазах было какое-то садистское веселье, словно во взгляде ребенка, подносящего горящую спичку к беззащитному майскому жуку. Я нечаянно, меня толкнули. Все видели. Слепых среди нас нет. Она уставилась на мои очки и радостно осклабилась. Что значит осклабилась? Ярость вскипела в груди, но гогот Семёна охладил мой пыл. Охлади мой пыл. Охлади мой пыл. Помню такую песню. Толкнули? Правда, не помню, кто ее Шо, исполнял. правда? Да, Семён, а кто тому виной? Он подошел вальяжно, окутывая запахом семечек и гнилых зубов, а затем резко сбил меня с ног. Вот так, да? И что ты сделаешь? Хулиган нависал надо мной всем своим видом, как бы говоря: «Ну же, давай, ударь меня, попробуй». Дать отпор и стерпеть. Погодите, а в прошлый раз, когда я проходила, был ли выбор стерпеть? По-моему, там только дать отпор.
Я не помню. Опять же. Но вообще я хочу идти по пути терпилы. Поэтому, наверное, придется стерпеть, дать отпор. Типа левый коронный. А дальше будет правый похоронный. Если, конечно, он будет. Давайте для начала, во-первых, опять же, сохранимся. Вот так вот. И как он в лице-то меняется. Ух, какой злой. Ладно, стерпеть. Я шумно втянул воздух, встал, массируя затылок. Семен гримасничал, словно спрашивал беззвучно: что ты хочешь сделать? Я посмотрел на его красные кулаки, казавшиеся мне в тот миг огромными, и понял, если скажу хоть слово, он ударит. Он будет бить, пока я не заплачу, пока я не попрошу пощады, а может и тогда не остановится. И никто мне не поможет. Простите. Я споткнулся. Зачем ты извиняешься еще? Какой жалкий писк. Если бы можно было действительно загореться от стыда, я запылал бы сейчас, как головешка в печи. Ходить нормально научись. А что так спокойного, Катя? Слепошара. Опустив взгляд, я протиснулся мимо Семена. Он обдал меня кариозной вонью. Пока-пока, терпела. Угу, вали давай. Толстяк смачно сморкнулся у меня за спиной. Мышцы мои одеревенели, и я почувствовал, как напоследок он вытер ладонью мою спину. Угу. Он побрел дальше под издевательские смешки со всех сторон. Все было гораздо хуже, чем я предполагал накануне. После занятий я специально задержался подольше в коридоре, чтобы не идти вместе со всеми. Семен не появился на последнем уроке, и это вселяло надежду. Вдруг он решил избежать дежурства и смотался домой, забыв обо мне. Ну, естественно, смотался. Это радовало, не хватало еще и встретить его в пустом коридоре. Перед глазами, перевернутыми подковами, плыли ухмылки одноклассников. Издевательство надо мной изрядно повеселило класс, и те, кто его прозевал, просили у свидетелей в красках описать произошедшее. Нужно было отправить меня в школу для уродов, где среди горбатых, хромых и трехногих я бы особо не выделялся. Пока школьники с шумом и смехом расходились по домам, я встал у окна и сделал вид, что перебираю учебники. Я напряженно всматривался в окно. Во дворе и на участке у школьных ворот Семена не было. Я не очень-то верил в такое везение, так что решил перестраховаться и немного потоптался в стремительно пустеющем коридоре. Шум ушел на первый этаж. Из кабинета биологии выглядывал скелет, в котором какой-то шутник натянул на голову кепку с американским кондором. За дверями туалета журчала вода. Я остался один в целой школе. Не один. Пришла внезапная мысль. Я вспомнил о пропавшем мальчике. Ее портрет сейчас висел на доске у расписания. Вспомнил, что он улыбается. И что смотрит на меня. И что, скорее всего, уже мертв. Привет. Привет. Я вздрогнул и обернулся. Сначала мой взгляд уперся в черный футляр для скрипки. Потом я заметил его. Держит девочка из моего класса. На уроках она сидела за второй партой второго ряда. Несколько раз я ловил на себе ее взгляд. И сам украдкой смотрел на нее. Просто иногда приятно смотреть на что-то красивое, на ручей, небо или на девочку, которая не гогочет со всеми хором над шуточками Семена. Не перешептываться с Катей, поливая грязью одноклассниц. Все перемены она проводила так же, как и я, оставалась в классе, и либо глядела в окно, либо рисовала что-то в зеленом блокноте. Здравствуй.
Я покраснела и притворилась, что рассматриваю узор на дощатом полу. Я видела, как Бабурин тебя толкнул. Бывает. Ты в порядке? Шишка немного побаливала, но не доставляла мне неприятностей. В порядке. Пустяк. Ага, пустяк. Этот придурок в последнее время совсем распоясался. И никто на место его не ставит, да? Врезал бы ты ему. Но, видишь, не получилось. Я замучал. Вроде Семен раньше таким не был. Он к нам недавно перевелся. Бабушка мне его по секрету сказала, что он словно взбесился. Я стал рассеянно складывать учебник и рюкзак, чтобы хоть чем-то себя занять. Девочка смотрела на меня чистыми внимательными глазами. А ты за рекой живешь? В том деревянном доме? Ну да. Там, наверное, страшно. Да еще через лес идти. Я бы так не смогла. Упоминание о лесе заставило меня поежиться. Я подумал о переплетенных ветках, о змеющейся тропинке, о бесконечной темноте, что разрасталась, как лишайник среди косых деревьев. И выдал самую настоящую ложь. Да не так уж там и страшно. А что тебя так пугает? Немного помолчав, она вдруг улыбнулась. Словно спахнула наваждение. Да так, ничего. Меня, кстати, Полина зовут. Очень хорошо. А меня нет. А меня Антон. Ну, это я знаю. Ой, мне на музыку пора. Она сделала пару шагов и остановилась. А удивительно, Полина совсем не похожа на тех красоток с журнальных постеров или на актрис из кинофильмов. Но в свете потрескивающих ламп она была притягательнее всех. Притягательнее их всех. А ты играешь на чем-нибудь? 2 года назад мне купили гитару. Я живо вспомнил свои жалкие попытки научиться музицировать. Перемен, мы ждем перемен. Перемен, мы ждем перемен. Песня Цоя точно ложилась на мои мысли и на желание изменить хоть что-то. Смотрим. Виктор Цой, вокалист и лидер рок-группы «Кино», игравший в стиле постпанка и новой волны. И хит «Мы ждем перемен» является одной из самых популярных в России стихотворных строк, включающих в числе прочего русскую и мировую классику. Цой погиб в автокатастрофе. Вот так вот. Та гитара запропастилась куда-то, словно напрочь отказалась переезжать в старый дом у леса. Наверное, родители отдали инструмент кому-то, кому он нужнее. Увы, не играю. Жалко. Ну ладно, я побежала. Давай, беги. Пока! Да. Крик девочки подхватило гулкое эхо. Туфли застучали по школьным коридорам. Кстати, вот здесь вот видите сумочку. Там сменка у нас одного товарища. Пока! Не уверен, услышала ли Полина. Я снова посмотрела в окно. «Ой, извини», — говорил Семен, толкая меня на лестнице, да так, что и шею недолго было сломать. Или я случайно обливаю меня компотом в столовой. И так каждый день. Ни на секунду я не мог расслабиться из-за потока случайностей. И с ужасом понимал, что это только начало, а дальше будет хуже, но сделать уже ничего не мог. Я ходил по школе, спустив глаза в пол и считал минуты до конца урока. Лишь иногда, поймав на себе взгляд Полины, я задыхался от стыда и готов был драться, но, как казалось, ничего не происходило. Потом запал кончился, и все продолжилось по-старому. Домой я ходил один. Погодите-ка. То есть, если мы не даем отпор Семену, нам не дают выбор идти с Полиной и с Алисой. Мы идем одни домой. А вот оно что. Ладно.
Давайте-ка вот на этом моменте закончим, наверное, или нет? Нет, давайте, ладно, сначала через поселок, потом по мосту через реку и, наконец, через лес. Минут 10 дорога ползла между деревьями. Прохожих не было, только иногда, будто боялась завязнуть в снегу, медленно проезжали машины. Я старался идти как можно быстрее, потому что белые от снега ветки и черные стволы создавали странную иллюзию, казалось, кто-то бродит по лесу. Кто-то высокий, неуловимый, готовый в любой момент вытянуться деревом или упасть на землю сугробом, потом, когда внимание к нему ослабнет, вновь продолжить свой путь вдоль дороги. Ну, здорово, Антошка. Сердце замерло. А вот здесь вот мы закончим точно. Сохраняемся. Вот так вот. Хотелось мне, конечно, опять же, уместить главу, целую главу в одну серию, но она получится очень длинной, я чувствую. Поэтому давайте лучше закончим сейчас. И добьем эту вторую главу уже в следующей серии. Так что спасибо за внимание и пока-пока.